Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте еще раз. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 августа. Давайте узнаем, что произойдет до конца месяца, с чем это будут связаны эти события. Это уж совсем близко, будем говорить. И достанем 3 карты на колоде 78 дверей. Принципиальное значение двери, открыты-закрыты, ключи каковы, как их найти, с чем это связано. Ну, может быть, эти двери, куда мы сами не пойдем. Больно надо, правда? Так тоже в жизни бывает. Рассмотрим эти 3 карты, ну, вот как подсказки, знаки судьбы, может быть, знаки Вселенной, ключевые события для кого-то, может быть, как по сферам жизни, да, где придется принимать важные решения. Или рассматривать альтернативные варианты. Вторая колода Таро, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравятся эти карты. И первую карту – ваше настроение, общий фон. В эту декаду неожиданные события или просто неожиданности, с чем это может быть связано. А может быть и нет ничего подобного. И по основным сферам жизни. Первая карта – это ваши достижения, планы, у кого-то учеба, у кого-то и работа, карьера или просто документы, согласования. Вторая карта – финансы, деньги. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. И карта совет, мы ее откроем в самом конце. Давайте узнавать, что ж там за подсказки. А вот смотрите, что-то не движется ни туда, ни сюда. И вот своеобразная же карта, если мы говорим двери. Дверей как таковых нет. Это вы определяете, когда всплывать. Вот это и есть выход вот из этого неудобного, а уже теперь где-то и опасного положения. Может быть, вы на что-то согласились, или вы кому-то дали добро, а тот человек за вами наблюдает. Явно есть какой-то наблюдающий или наблюдатель. Может быть, это вы пытаетесь выпутаться из какого-то сложного такого положения, а за вами тоже кто-то наблюдает. А получится у него или нет? Ну или у нее. И ведь человек сам вызвался показывать фокусы. Будем говорить так. Может быть, вы на что-то согласились, понимаете? Ну, может быть, так бывает. Мы все люди. Создалась какая-то двойственная ситуация, когда вы, ну, может быть, чувствовали в чем-то свое превосходство. Или вы профи в какой-то теме. Именно вы как эксперт. Вы знаете, вы за что-то взялись. За какое-то дело, за какую-то тему, или, опять же, согласились, а уже в процессе вы поняли, нет, тут вопрос не решается. И более того, вы уже сами-то подозреваете, меня втянули в какую-то игру. Вот пусть это не у всех, но я могу такое предположить. Ведь все же аркан повешенный говорит о жертвенности. Это кто-то вас мог, ну, знаете, как вот есть такое слово подначить, то есть сознательно спровоцировать. Вот выразимся более конкретно и так литературно. Сознательно спровоцировать, зная ваш характер, на какое-то соглашение, а сам наблюдает. Сам человек уже просчитал свои риски, а вас, может быть, к чему-то подталкивает, чтобы загребать жар чужими руками. Или самому не ввязнуть, не встрять в какую-то ситуацию, зато вы в ней можете увязнуть. И нам уже карта говорит, ты давай всплывай, сколько ж ты там в неудобном положении, да и вообще уже фокус как-то задержался. Вот вам нужно выйти из какого-то сложного положения или ситуации, или когда вы кому-то, может быть, сказали «да», но о чем нам говорит? Тут уже затянулась какая-то игра, и нет смысла это продолжать. Может быть, и вы сами уже теперь ищете выход из создавшегося положения. Тут у каждого в своей сфере. А вам говорят, а тут вообще что-то другое, какое-то другое направление. Ты зря на что-то согласился. Вы знаете, мои дорогие рыбы и рыбки, вы где-то можете сами к 20 числу понять, что, ну, вы с чем-то таким столкнулись, а вам туда не надо. И вы будете сами как будто все же, смотрите, в разных совершенно как позициях и близко лежащие карты, даже не через одну. Сначала есть какой-то тупик, да, или жертвенность, или двойственная ситуация, положение, а рядом-то карта заслуженного успеха. Да, это тот успех, который
Ну, еще от нас на сегодняшние этапы, ну, наверное, завтрашний, это послезавтра, через какой-то период будет успех. Но пока вроде как нам нужно вот что-то продолжать. Продолжать изучать, что-то готовить или работать в каком-то одном направлении. Успех придет неизбежно, но это мы постепенно, шаг за шагом становимся специалистами. Тут нужно действительно чем-то либо овладеть, либо понимать, как это работает. Ну, может быть, какая-то структура или конкретное действие, ваш новый вид работы, новый вид обучения или какое-то направление. Тут тоже нужно что-то изучить, понимаете? И это ведь всегда как мы отплываем от прежнего берега, где ничего не растет. Может быть, это где-то связано было с вашими интересами. Вы попробовали первое направление, видите, что стоп, ничего не движется. Хорошо, переиграйте что-то. Но шестерка мечей, вы знаете, волшебная карта в том плане, что мы что-то пробуем, как будто заново, и нам человек за компьютером. И в наше цифровое информационное время для вас может быть работа посредством интернет, изучение новых технологий, цифровых технологий, может быть, изучение языков, у кого-то язык программирования, путешествия, не случайно нам тут маски показаны. И вы знак рыбы, это в первую очередь рыбы, которые плывут в разные стороны, так знак ваш обозначает. И это в целом две такие ипостаси. Первое – перемещение, путешествие. Это для вас как будто и интерес, и вдохновение, может быть. И финансы, финансовая сторона. Вот где-то на плоскости между перемещениями, путешествиями, языками, может быть. Ну и интернет – это ведь тоже пространство, эфир, интернет, правда? Пространство, опять же. И одновременно там лежит, кто знает, может быть, и денежное благополучие, ну, я имею в виду финансовая стабильность, и ваше продвижение, ваша популярность. Ведь по этой карте рост популярности тоже. Ну вот что-то такое, как вроде пошел, а потом понял, а не, а ну его. Вот что-то мне тут это вот вообще все не нравится, непонятно что. И демонстрировать мне надоело, и дядька мне это тоже надоел, ну я так условно говорю. Да и я уже тут набрал воздуха, а все уже, и воздух-то мой уже заканчивается. Вот что-то вам хочется быстрее уйти от какой-то надоевшей уже ситуации. Кто знает, может быть, вы уже чувствуете, ну, тут так настолько все зыбко, что может быть и небезопасно. И вы уже как будто знаете, куда вам двигаться, да точно. Но это от вас потребует, знаете, вложение отнюдь не финансового, а ваших сил, вашего интеллекта, вашей настойчивости. Рыцарь Пентаклей. Детализация, инструкции, внимание к деталям. Рыцарь Пентаклей самый медленный, но он поэтому медленно и едет. Он понимает, крупное складывается сегодня из мелочей. Завтрашний успех приходит в зависимости от сегодняшнего дня. И я не хочу вот это вот, знаете, как Т-образный перекресток, терять время попусту. Я теперь понимаю, да, я попробовал, уперся вот в этот тупик или вот в это дно головой. И пора всплывать уже, хватит. Вот у вас на кону что-то, знаете, очень и очень существенное. А для кого-то это будет связано напрямую, может быть, с какими-то партнерами. Или тот проект, когда вы с кем-то, ну, со знакомым, может быть, задумываете, или со своим другом, или вы уже участвовали в чем-то, да, какая-то работа, деятельность. Может быть, у кого-то и личная жизнь, да, это вас как будто ожидают. И мы, кстати, по этой карте, у нас два персонажа. И мы можем быть, нам ведь не говорят, кто мы. Не то этот рыцарь, не то мы вот эта девушка, которая ждет этого рыцаря. Если мы девушка, тогда обратите внимание, открыты двери или закрыты. Дверь закрыта. Да, она машет рукой. Мы машем. Мы ждем. Ну, сейчас мы подумаем, встретимся, послушаем, что нам скажут, что нам там дадут, может быть, и так, не без этого. А потом решим, будем мы эту дверь открывать или нет. Мы можем, кстати, быть и со стороны рыцаря. И, может быть, это мы движемся по направлению к дому. Или мы ищем место нашего жилья, обитания, может быть, на время даже, место нашей стабильности. И кто-то нас уже ждет. Именно нас ждет. И эта дверь будет открыта нам, а потом она перед всеми остальными закроется. И здесь вот такой момент может быть. Или какую-то подобную ситуацию вы будете обдумывать. И, кстати, это может быть и по личной жизни, и буквально связано с местом вашего пребывания. Но это может быть и рабочая ситуация, потому что Пентакли. Потому что
как место работы, к примеру, вы можете искать для того, чтобы решить какой-то финансовый застой, выйти из него, попросту говоря. Но или когда вы ищете союзников, единомышленников, людей, которые вас понимают и без лишних слов, и надежные, ведь по рыцарю Пентакли это лет на 10-20. И правда, астрологически для вас тоже вот этот период, он такой знаково формирующий, я бы хотела сказать. Кому интересно поподробнее, я уже на астрологических аспектах не останавливаюсь. Я оставлю ссылки в описании под видео на мои прогнозы, статьи по психологии. На моем сайте вы можете перейти и почитать, кому это интересно. Ваше настроение. Ну, по рыцарю мечей, правда, ничего кроме правды. Здесь может быть и некоторое ускорение. Либо человек быстро, буквально врывается в вашу жизнь, приносит какую-то новость. Или вы сами куда-то едете, отправляетесь, вам нужно на какую-то или организацию, в учреждении, в какой-то местности разобраться с каким-то вопросом. С другой стороны, вы можете, конечно, и планировать просто путешествие, или вообще ничего не планировать, а вот разобраться в какой-то теме. И здесь мы тоже хотим знать правду и никаких иллюзий. Вот правда, по какой-то зависшей ситуации вы можете искать эту самую информацию, потому что, ну, может быть, какая-то путаница вам надоела. И я прошу прощения, если вы слышите посторонние звуки. У соседей ремонт, мои дорогие рыбы и рыбки. Надеюсь на понимание, я на это не влияю никаким образом. Суть в том, что именно мы хотим знать правду. Я надеюсь, это, ну, как основная тема может в эти 10 дней проигрываться. Нам даже не говорят о настроении. Скорее, карта говорит о вашей собранности. Знаете, тут никаких замыленных глаз. Тут, главное, никаких эмоций. Хотя иногда по рыцарю мечей к такому тоже нужно быть готовым, потому что любая карта имеет множество значений. Так вот, иногда проходят люди, не случайно есть такое в одной из колод значения, которое соответствует рыцарю мечей, бунтарь без причины. Где-то и вы можете взбунтовать, вам надоело это, но вы можете столкнуться с человеком, когда вы будете от чего-то отказываться, от заведомого какого-то, ну, проигрышного варианта, а с вами начнут спорить. Или, мои дорогие рыбы-рыбки, если вы занимаете ответственный пост, иногда, или вы руководитель, пусть в каком-то даже небольшом звене, иногда рыцарь мечей говорит о том, что проверяющий приезжает. И, понятно, бунтарь без причины. Он всегда настроен уже. Он уже что-то, говорят, его там накрутили, и он уже где-то так вот, ну, имеет предвзятость или какой-то элемент того. И у вас же все равно, посмотрите, у вас вы даже с каким-то бунтарем без причины можете договориться благодаря врожденной эмпатии, дипломатии. Вы это умеете. Вы психологи по умолчанию. Для вас все, что касается психологии, нет патовых ситуаций, если вы сами только на что-то не согласитесь. Неожиданности. Но вы можете, кстати, и подумать, что вот зря я в какое-то дело согласилась, или влез я в это дело, или пошел на это. По нулевому аркану, посмотрите, все равно хаос перед началом творения. Ну вот буквально тут именно так оно как бы происходит. У нас шут или нулевой аркан дурака, он даже вовсе на шута-то не похож, кроме костюма. Он как маг, если не больше. Он жонглирует всем зодиаком. Это и есть психология. Это для вас, в принципе, если вы поставите перед собой задачу, а все решают люди, да вы с кем угодно договоритесь. В неожиданностях вы можете слышать самые разные новости. Но, кстати, самые разные обещания. Еще потерпи, еще подожди. Определяйтесь с чем-то. Ведь здесь и вам уже что-то не хочется. И мне хочется тогда добавить к этому, что наступило время отплывать от прежнего берега. Вы теряете время, потому что как будто есть, ну, есть ваше направление, мои дорогие. И вам нужно себя там развивать или в какой-то теме продолжать что-то. Это именно там где-то ваш успех. А вы тут можете подзастрять в каких-то чужих мыслях, чужих проектах или быть кому-то удобными. Ну вот вас могли уговорить. Давайте посмотрим по части достижений. Ну, вы видите уже даже на первых порах плоды труда своего, карта праздника. Может быть, и есть родственная какая-то ситуация по работе. Ну, нам вот и говорят, с одной стороны вы, с другой стороны то, что вы, может быть, пообещали или в какой процесс вы включились, да, и вроде как неудобно отказать.
Ну, неудобно вниз головой висеть, упираясь дно вот в этот какой-то куб с водою, вот хочется так сказать. А есть и третье, то, что вам интересно, и главное, то, что продуктивно. Вы очень такие своеобразные, мои дорогие, мудрые люди. И то, что чувствуют рыбы, другие не чувствуют, не видят. Вы можете быть, сами того не замечая, шикарными советчиками, подсказчиками. У вас интуиция, что это? Или какая-то вселенская мудрость, или интуиция. Вот я иногда в моей семье не одна рыба, а несколько. Я даже смотрю на детей. Я думаю, ё-моё, Женя, сколько лет ты прожила? И где твои мозги? Клянусь, я иногда так думаю. Дети выдают порой такое, но это космос. Вот и вы тоже. Откуда к вам приходит это знание? Может быть, вы и знаете. А вот есть такие моменты, когда я не понимаю. Поэтому я к чему? У вас люди заинтересованы. Поэтому вас на протяжении, наверное, всей жизни будут пытаться удерживать. А для вас это как испытание, может быть, идти своей дорогой. Потому что у вас может быть, знаете, такое, ну пусть не для всех, но у некоторых может быть такое гипертрофированное чувство ответственности. Или когда дали слово кому-то. Опять же, вот это все про вас. А нам говорят, что нет, тут посмотри, тут что-то для тебя складывается. Как будто тебя тут уже ждут, а ты в кубе болтаешься с водой, фокусы показываешь. Понимаете? И праздник. На достижение у вас праздник. Финансы. Выйти, опять же, две карты повешены. Но знаете, так редко бывает, когда одинаковые арканы. Вы именно позволили из-за какой-то финансовой ситуации дать себя уговорить. Или согласиться на что-то. А она не имеет продолжения. Тут нужно именно переигрывать что-то. И более того, ладно, тут у нас человек, ну, просто как будто, да, элемент жертвенности или застрял по времени, во времени. А вот в этой-то колоде тут ведь это уже элемент опасность. Нам нужно действительно выйти, потому что, смотрите, мы можем даже чувствовать себя в обязательствах. Может быть, это у кого-то по деньгам, вы кому-то не можете отказать. Но, видимо, самое главное сделать первый шаг. Тут и стратегия финансовая вами должна быть пересмотрена. Приход, может быть, расход. Но, по крайней мере, в эти 10 дней тут явно нужно что-то переосмыслить. Как будто не просто так это все происходит. Это ведь два старших аркана. Это значит, какие-то внешние события на вас влияют. Или, знаете, пока мы не сдадим такой своеобразный жизненный экзамен. Снова и снова нам жизнь будет его повторять. И зачем он нам нужен? Вот здесь именно какое-то повторение, по зависанию. А если мы вот именно с другого ракурса смотрим на эту проблему. Ведь, по сути, аркан повешенный – это сам себя человек, как и в этой колоде, так и в этой. Перевернул для того, чтобы увидеть под другим углом зрения. Но главное не подзастрять. Перевернуть-то ладно. Принял решение, но и возвращайся обратно. Пусть для тебя это будет волшебный танец. Цепей нет. Ничто не держит. Это нам опять же так кажется. Из любой зависшей ситуации вы можете легко, мои дорогие, выйти. В том числе и по финансам. Может быть, и выходите. Точно выходите. Деньги будут, я так думаю, потому что, смотрите, один старший аркан, ну, если мы выберем Чаромаркете колоду и карта мир, ну, все равно это какой-то итог. Поэтому, может быть, и невелик вот этот эквивалент, но результат у нас есть, в том числе и финансовый. Карта праздников, достижениях. Значит, в эту декаду и по достижениям вы уже видите, пусть такие еще, знаете, робкие результаты, но все равно они у вас есть, а перед вами вообще весь мир. Весь мир у ваших ног. Что вы хотите? Лавровый венок. Иными словами, популярность. Пожалуйста. Хотите власть? Лев у нас тут с крыльями. Пожалуйста. Хотите денег побольше? Телец золотой с крыльями. Хотите как-то там парить в информационном пространстве и владеть вот словно, да, словом, делом, как-то влиять на все? Пожалуйста. Хотите любви? Да тоже, пожалуйста. Опять же, нет ничего невозможного. И, конечно, аркан мир – это отчасти еще и дипломатия, мои дорогие. Поэтому дипломатия вам помогает, но она должна вам помогать, а не быть кому-то удобными. Вот правда, тут как будто, ну вот, карта совет, карта победителя. Посмотрите, что у вас выпадает. Мало того, что победитель, так еще и мир. И пусть даже какой-то застой. Или пусть какая-то непонятная подвешенная ситуация, ни шатка, ни валка, кому-то что-то пообещали, ну и что? Знаете как,
Многие люди даже вообще не заморачиваются на эту тему. Ну и что? Слово дал, а слово мое. Хочу даю, хочу беру обратно. Но когда вы видите, что прогресса нет, а вторую сторону она не реагирует, как будто так и надо, а вам уже так не надо, то вы ведь тоже одна из сторон, причем это ваша жизнь. И только вы, никто за вас этот выбор не сделает. Вот тут надо делать какой-то выбор, это факт. Но победа у вас будет. Мы уже с вами где-то по аркану мир говорили. Но даже маленькие какие-то достижения, какую-то маленькую свою победу вам нужно будет сохранять. Может быть, вы из раза в раз даете себя уговорить, да, 2 аркана повешенного. Или из раза в раз вроде дали себе слово, нет, вот уже я буду именно какие-то свои прерогативы, приоритеты преследовать. А потом мы расслабляемся, мы ведь люди, а вы люди добрые в большинстве своем. И вас опять же, значит, кто-то видит вот этот вариант, когда вас может склонить, когда вы дадите кому-то слово или вселите кого-то уверенность, а сами вы вот в этом кубе словно в рамках, а человеку спокойно и уютно. Так вот, для кого-то из вас вот эта победа, когда если ты уже решился на что-то, как будто сделал первый шаг, так ты и это продолжай. Сохраняй свои победы, цени самого себя, потому что иногда бывает проще, как взять какую-то высоту, а удержать намного сложнее. В каком-то вашем деле, которое для вас важно и интересно, оно требует вашего внимания. Это как ваша мечта ждет своего полета, а вы ее все время откладываете, откладываете. Или включаетесь в какие-то другие темы, и, ну, знаете, вот это как путеводная звезда, она медленно гаснет, потому что мы сами должны поддерживать, да, вот интерес, посылая в пространство нужные мысли, вспоминая, по крайней мере, о своей мечте и делая хотя бы аккуратные, осторожные шаги каждый день, чтобы она знала, наша мечта, что мы все равно идем. Вот что-то такое очень для вас ценно важное. Мне видится, вам придется решать в эту декаду. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я вас люблю. Спасибо, что смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.